Привет, друзья! Сегодня я хочу актуализировать свой популярный PvE билд для охотника на демонов. Этот билд отлично подойдет как для открытого мира, так и для боссов адского реликвария, для порталов ужаса и просто для фарма ресурсов. И его можно быстро настроить как на максимальную скорость, так и на максимальный урон. У меня на канале уже есть обзор этого популярного PvE билда, но с тех пор я внес туда несколько изменений. Добавил новые сетовые комплекты, а также внес несколько корректировок, о которых сегодня расскажу. И в этом ролике мы подробно разберем все параметры моего билда, а также посмотрим, насколько вырос урон с прошлого раза. И, ребят, специально для вашего удобства в описании к этому ролику я оставлю тайм-коды, чтобы вы быстро могли перейти к интересующей вас теме. Поэтому устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. И, ребят, перед тем, как перейти к описанию моего билда, напомню, что в игре появилась очень классная функция. Можно быстро смотреть билды других игроков. Это есть в нашем инвентаре. Здесь есть такая кнопочка «Рекомендованные комплекты снаряжения». Нажимаем на нее, и в самой крайней вкладочке дальше можно посмотреть самых сильных игроков, как для портала дерзаний, вот сейчас выбран, но это PvE контент, так и для поля боя. Это, соответственно, PvP контент. И если мы смотрим, кто у нас самый сильный по порталу дерзаний, то мы можем увидеть, какой у него билд, какие у него используются сущности, какие камни, какие сетовые комплекты, ну и какая ветка совершенствования. И вы, ребят, видите, что мой билд практически копирует билды самых сильных игроков, поэтому этот билд такой популярный. Ребята, этот билд очень универсальный, его можно настроить как на максимальный урон, так и на максимальную скорость передвижения, чтобы быстро фармить какие-то локации. И я уже практически перестал переключаться между другими быстрыми билдами, потому что у охотника на демонов есть такое умение, как взгляд теней, которое еще бустует нашу скорость передвижения на 20%. И я просто заменяю возмездие, чтобы где-то быстро бегать по локациям. Например, в Эребане. Ну, давайте, ребят, перейдем к нашим умениям. Какие умения я использую в этом билде? Основное умение у нас взрывная стрела. Все атаки у нас заточены, в том числе и основные, через обстрел. Залп у нас основной дамажный инструмент. Возмездие мы тоже используем в этом билде. Ну и для того, чтобы совершать рывок и ускользать от противников, а также увеличивать скорость нашей атаки, я использую маятник смерти. Что касается, ребят, ветки совершенствования, то я использую именно метатель. Навыки: неуловимость, невиданная динамичность, одаренность, тщательный прицел и одинокий волк. Можно здесь вот посмотреть все умения целиком. Я не буду их читать, но смысл этих умений в том, что они максимально увеличивают скорость нашей атаки и урон. И это, ребят, самая дамажная ветка совершенствования для охотника на демонов. Если мы хотим получить максимальный урон, то мы используем метатель. Что же касается легендарного умения, ребят, то я здесь использую громотвод. Когда вы наносите противнику урон 10 раз за 3 секунды, вы призываете еще удар молнии, который наносит урон цели и ближайшим противникам. Срабатывает не чаще раза в 30 секунд. И, кстати, ребят, на моем канале есть интересное видео по поводу новых легендарных свойств веток совершенствования, которые появились на Пекло 7. Обязательно посмотрите его. Ссылочка будет сейчас в правом верхнем углу, если вы смотрите с мобилки или с компьютера. Что же касается комнаты для отряда, которую я использую, ребят, то я использую на урон именно арсенал. Давайте посмотрим, что она нам дает. Базовый бонус этой комнаты, что наносимый урон увеличивается на 3,5%, а также ребята из отряда собрали реликты. Боец увеличивает весь наносимый урон на 3%, когда в пределах 3 метра от вас нет противников, а также увеличивает весь наносимый урон на 6%, а весь получаемый урон на 3%. То есть мы практически на 10% бустуем наш урон с помощью этой комнаты отряда. Ребят, входить в отряд и получать бонусы от комнат отряда, а также собирать реликты, которые дают огромный бонус вашему герою, это тема для отдельного ролика. И я обязательно сделаю этот ролик, потому что уже получил много комментариев на эту тему. Ну и давайте, ребят, перейдем к сущностям, которые я использую на своей экипировке. И давайте посмотрим, что у меня здесь есть. В принципе, у меня практически ничего не изменилось относительно моего первого ролика про самый популярный PvE билд
на «Охотника на демонов». Поэтому, если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите его. Ссылочка на него появится сейчас в правом верхнем углу экрана. Но мы все равно пройдемся коротко по сущностям. Что касается шлема. Кстати, шлем у меня древний легендарный шлем, который я собрал с помощью древних артефактов. Нужно в течение месяца собирать 100 этих древних артефактов, чтобы собрать этот шлем. Но потом, когда мы переходим на новый уровень сложности, то этот шлем уже не актуален. Это странная особенность игры Diablo Immortal, ребят, когда мы в течение одного уровня сложности собираем самые нормальные комплекты на следующую сложность, а потом, когда мы все собрали, уже переход на новую, и все комплекты не актуальны. По поводу этого древнего легендарного шлема, ребят, я снимал отдельный видеоролик. Если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите. В общем, на шлеме я использую сущность, что когда наш залп поражает горящих противников, он вызывает дополнительный взрыв, наносящий 15700 единиц урона. И тут нужно отметить, что противников нам нужно поджечь, поэтому на одной из стоек оружия, вот на этой, мы используем, что взрывная стрела, наше основное умение, теперь также поджигает врагов, нанося периодичку в 8000 единиц урона за 2 секунды. Поэтому, ребят, наша основная атака работает в совокупности с нашим шлемом. Но чтобы наш обстрел работал через основные атаки вместе с залпом, мы на этой стойке оружия используем пронзающий клык. Теперь залп усиливает ваши основные атаки, ненадолго позволяя им вызывать срабатывание залпа. Ну и, конечно же, обстрел. Мы используем сеятель боли. Теперь обстрел при применении поражает вашими основными атаками ближайших противников. Каждый раз, когда мы активируем обстрел, мы стреляем и основными атаками, и обстрелом, и залпом. И чтобы, ребят, продлить действие нашего обстрела, на этой стойке оружия я использую неугасающую ярость. Обстрел действует на 39% дольше. Ну и, ребят, обстрел у нас это поддерживающее умение, поэтому на корпус мы ставим сущность «Греховное рвение». Основные атаки восполняют 1,5% энергии обстрела каждый раз, когда они попадают по цели. Но так как у нас все умения заточены через основную атаку, получается, активируя обстрел, мы стреляем как обстрелом, так и основной атакой, так и залпом. И каждый раз используем нашу основную атаку. Поэтому мы восполняем 1,5% энергии обстрела, когда попадаем по противнику. Ну и, ребят, на плечах мы немножечко бустуем наш залп, который выпускает также 2 самонаводящиеся ракеты, 5794 единицы урона дающие. Они догоняют противников и дамажат их. И у меня, кстати, в комментариях спрашивали, что это за булки, которые летят в противников. Это вот именно сущность на плечах, которая называется Огненный Град. Ну и вы помните, что у нас есть умение с рывком, это Маятник Смерти, и мы его бустуем на наших штанах. Это Растоптанная Надежда. Маятник Смерти теперь также повышает нашу скорость атаки на 19% на 4 секунды. Именно всей атаки, а не только основной. И эта сущность, она дает больший бонус, чем если использовать сущность, которая бустует только основную атаку. Имейте это в виду. Ребят, что касается сетовых комплектов, то здесь появились изменения относительно моего прошлого билда. В нашем инвентаре есть кнопочка, где мы можем посмотреть все предметы экипировки, которые мы используем на билде. Мы ее нажимаем, видим все наши сущности, а также вот эта вкладочка отвечает за сетовые комплекты. Мы ее нажимаем и видим, я использую 4 предмета желания Витху, который продлевает действие положительных эффектов, а также повышает скорость атаки цели на 30% на 3 секунды. Ну и самое главное изменение относительно прошлого билда, где я использовал Пир Глаз, который увеличивает урон по тем, на кого наложены периодические эффекты урона. Я заменил его на семена посеянного золота. И этот комплект, ребят, Game Changer. Он дает серьезный прирост к нашему урону. Давайте посмотрим, что он нам дает. Непрерывное поддержание умения без смены цели постепенно повышает урон от этого умения вплоть до 30%. А что это значит, ребят? Это значит, что когда мы непрерывно поддерживаем одно и то же умение, дамажим одну и ту же цель с помощью обстрела, мы постепенно повышаем наш урон, и, допустим, мы надамажили на 10 миллионов, и когда мы переключаем умение или реактивируем его, мы перестаем дамажить, и в этот момент
По окончании поддержания умения пораженная цель получает еще 30% от нанесенного урона. То есть от 10 миллионов это примерно 3 с небольшим миллиона. И таким образом мы можем добить противника. В общем, ребят, семена посеянного золота — это просто очень крутой сетовый комплект для охотника на демонов, который использует обстрел. Что же касается, ребят, свойств проклятия, то в нашем инвентаре есть вот такая кнопочка, которую мы можем нажать и посмотреть все свойства проклятия на этом билде. Я использую плети 2 предмета и терзание 6 предметов. И, ребят, проклятие — это очень классный способ бустануть нашего героя, поэтому не пренебрегайте этим способом. Я делал подробный ролик обо всех свойствах проклятия, что они дают и как их использовать. Если вы его еще не смотрели, обязательно посмотрите. Самое интересное, что свойства проклятия теперь не дают нам негативных свойств. То есть мы получаем только бонус от этих свойств. Также, ребят, большой бонус нашему урону дают аффиксы перековки. Давайте пройдем к кузнецу Чарси в Вестмарше и посмотрим, какие аффиксы стоят на моей легендарной экипировке. И смотрите, когда мы нажимаем на Чарси, нажимаем услуги, у нас здесь есть такой пункт «Перековать». Нажимаем его, и на каждом предмете мы можем посмотреть, какие у меня используются аффиксы. Вы видите, что я использую именно PvE билд для аффиксов, у меня есть еще и PvP, и основное отличие PvE от PvP, что в PvE я делаю основной упор на урон от основных атак, урон от умений и увеличение критического урона, а в PvP я делаю еще урон по игрокам. И таким образом в PvP я получаю примерно 10% бонуса урона по игрокам, а в PvE я получаю больше урон по монстрам, ну и просто бустую атаку и максимальный критический урон. И тут, ребят, следует учесть, что когда вы перековываете свойства своих предметов, то старайтесь использовать 3 одинаковых свойства. Видите, на всех предметах экипировки у меня 3 одинаковых свойства дикого огня. За эти 3 свойства я получаю бонус комплекта дикого огня. После победы над противником вы с вероятностью в 2% призываете гидру, изрыгающую огненные шары. Часто можно увидеть, что когда ты бегаешь по открытому миру, кого-то дамажишь, и у тебя появляется такая гидра оранжевая, она стреляет огненными шарами, и это как раз вот бонус из комплекта перековки. Ребят, для того, чтобы перековывать предметы, нужно нажимать вот эту кнопочку «Перековать», и вам потребуются специальные камни перековки, либо специальные уже конкретные камни, которые имеют определенное свойство перековки. Здесь у вас такой будет, знаете, гамблинг. Вы из 100 свойств вы будете получать нужное свойство и можете потратить 30 или 40 камней перековки, чтобы получить новое свойство, а здесь уже там из 10. Ну и, ребят, для того, чтобы получить эти камни перековки, вам нужно играть в PvP. На поле боя за каждый ранг, который вы переходите, там золото 1, золото 2, серебро 1, серебро 2, вы получаете бонусы и награды. И в числе этих бонусов как раз камни перековки. Но что, ребят, касается моих аффиксов, то я примерно потратил 400-450 камней, чтобы набрать нужные свойства. И я серьезно бустую здесь урон от основных атак, урон критический, а также урон от умений. Что касается фамильяра, ребят, то я использую своего затерявшегося в буре на этом комплекте, несмотря на то, что это мой PvP-фамильяр со спасителем. Вы видите? Можно использовать котика. Котик будет давать щит. Щит, он не только поглощает урон. Когда он взрывается, он наносит урон ближайшим противникам. Но для того, чтобы иметь максимальный урон, сейчас на стенде я использую именно затерявшегося в буре. И вы можете легко поменять на любого другого фамильяра, но он не такой большой урон дает, мы это увидим на тренировочном поле. Ну и, ребят, самое интересное, давайте посмотрим, какие я использую легендарные камни. Вы видите, ребят, что у меня суммарный резонанс сейчас 2440, я играю где-то 1,5 года и отношу себя к такому минимальному донатеру, потому что покупаю только самые необходимые сервисы. Это боевой пропуск, благословение изобилия и иногда путь героя, или как он там называется, ну вот когда мы каждый раз переходим
5 уровней нам дают небольшой бонус. Очень редко я покупаю комплекты, как в недавнем ролике, где я пытался собирать монофлюкс, максимальное количество копий, и почти на 4000 накупил комплектов. Там было много глифов, там были вечные сферы, и там был классный комплект, который ты постепенно покупаешь, и он просто была выгодная покупка, потому что за там 1600-1700 рублей, сколько он стоил, ты сразу же покупаешь 1600 вечных сфер. Так что, ребята, если вы не очень много донатите, то примерно за 1,5 года активной игры, а у меня она еще с перерывом была месяца 4-5, я набрал 2440 резонанса. Ну и давайте перейдем к камням. Вот смотрите, я использую двухзвездный череп скорби. Это лимитированный камень, который мы получали за события. Сейчас его уже не купить, его можно только скрафтить за теллурические жемчужины у подмастерья ювелира. Возможно, я его прокачаю дальше до 7 уровня, он напрямую работает на урон, очень классный камень. Дальше у меня это вместилище мглы. Этот камень работает только от основной атаки. Над тобой появляется такой демон и выпускает волны таких ветряных клинков. Это очень круто выглядит, классная анимация. Ну, на самом деле он очень дамажный, потому что каждая волна таких клинков наносит 42% твоего базового урона. Следующий камень у нас осколок звездного огня. Это немножко спорный камень как для PvE, так и для PvP. Я его начал уже прокачивать до 5 уровня, и, возможно, это претендент на замену. Но у него классное свойство, что когда вы наносите урон с определенной вероятностью, здесь 30% написано, вы вызываете шквал метеоритов. Они падают с неба и наносят, по-моему, 300% при 4 уровне базового урона. Это достаточно много. Минус этого камня, что он срабатывает раз в 20 секунд. Ну и, конечно, камень всех времен и народов, 5-звездный, это окровавленный нефрит. Я его недавно прокачал до 4 уровня, заменив ледяное сердце. И, ребята, об этом я делал очень интересный видеоролик. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите, потому что я там использую новую систему резонанса в Diablo Immortal и качаю его за счет бесплатной силы самоцветов, которую выкачиваю из других камней. Если вы не смотрели ролик, обязательно посмотрите, ссылочка на него появится сейчас в правом верхнем углу экрана. И этот камень, ребят, дает нам увеличение всего урона на 13,5% постоянно, а также увеличивает скорость нашего передвижения. И это самый крутой камень в моем билде. Ну, конечно, если забыть сказать о бурлящем исходе. Он у меня прокачан до 5 уровня, и это тоже камень всех времен и народов. Он дает нам повышенную вероятность критического удара, а также накладывает периодичку. И тут, ребята, интересно, что я использую и бурлящий исход, и плач матери. Причем плач матери — это двухзвездный камень, и он тоже нам дает повышенную вероятность критического удара. В роликах зарубежных блогеров я смотрел подробные обзоры топовых двухзвездных и 5-звездных камней для охотника на демонов, для определенных билдов. И на самом деле некоторые блогеры утверждают, что бурлящий исход, если он вставлен с плачем матери, он не дает большого прироста критическому урону. Ну, я, к сожалению, уже плач матери прокачал аж до 8 уровня и делал об этом отдельный ролик. Ссылочка на него сейчас появится в правом верхнем углу. Возможно, ребят, я сделал ошибку. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли мне заменять этот камень на какой-то другой. Но я думаю, что это претендент номер 2, если не один, на замену. В любом случае, ребят, вся сила самоцвета, которую я вложил в этот камень, а также все дубли, они не пропадут. Потому что с новой системой резонанса я смогу использовать его как резонирующий в каком-то 5-звездном камне. И из 5-звездного я выкачаю всю силу самоцвета и использую ее для прокачки каких-то других камней. Ребята, о новой системе резонанса и бесплатной в кавычках силе самоцвета я делал отдельный ролик. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите. Ребят, ну и последние 2 камня у нас это хватка боли и укус гадюки. Причем хватка боли — это очень крутой камень, потому что он повышает урон по противникам, на которые действуют эффекты периодического урона, причем постоянно. А вот укус гадюки, он как раз накладывает периодические эффекты урона. Он отравляет противников, но его минус, что он срабатывает только раз в 20 секунд, по-моему, на 6 секунд. Вот такой, ребят, у меня набор камней в моем билде, и что бы я сделал, наверное, это заменил плач матери, потому что он дублирует бурлящий исход, ну и, возможно, осколок звездного огня. Также вот камень укус гадюки мне кажется недостаточно эффективным,
потому что у нас периодичку много что накладывает, даже та же взрывная стрела, она поджигает противников. В общем, что вы думаете об этом наборе камней и какие советы вы могли бы дать по их обновлению? Напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень ценно услышать ваше мнение. Ну и теперь, ребят, давайте пробежимся к тренировочному полю и проверим наш урон. Напомню, что мой предыдущий урон был примерно 117-120 тысяч. Здесь очень важно прыгать, чтобы увеличивать скорость нашей атаки. И я, ребят, играю сейчас с джойстика, но посмотрим. На iPad я выбивал 140. Нужно останавливаться, чтобы у нас работали семена посеянного золота. И смотрите, у нас уже есть преимущество, 135, где-то 131-135 миллионов на 30 секунд. В общем, ребят, у нас получается где-то 130-131 миллион на 30 секунд. Я здесь мешкался с джойстиком, на iPad я выбивал 140 и даже 145 миллионов ровно за 30 секунд. Там мне просто легче играть с мобилкой, потому что я привык, и я в основном играю, конечно, на iPad. Давайте разберем, сколько у нас что дает. У нас основная атака дает 28% урона. У нас очень хорошо работает залп, который дает 28 миллионов или 20%. Смотрите, что интересно, легендарные камни дают аж 11 миллионов, а вот наш фамильяр дает 1,2 миллиона. Кстати, если выбрать котика, то, естественно, этот 1,2 миллиона будет упущен. И самый большой урон у нас дает разное. Что это такое, ребят? Это источники урона, которые не связаны с основными атаками, умениями и легендарными самоцветами. То есть свойства наших зеленых комплектов, групп перековки, наследие проклятых предметов, бонусы совершенствования и так далее. И вы видите, что это разное дает мне 45,8 миллионов, почти 34% урона. Именно поэтому, ребят, так важен правильный выбор сетового зеленого комплекта, а также всех остальных комплектов групп перековки, наследие проклятых предметов, даже комната отряда дает нам буст почти в 10% урона. И, ребят, в конце я хочу сказать, как легко модифицировать этот билд с максимального урона на максимальную скорость передвижения. Только у охотника на демонов есть такое умение, как взгляд теней, и мы меняем его на возмездие. Вы видели, что возмездие дает совсем немного урона на тренировочном поле, поэтому мы не потеряем очень много. И таким образом мы бустуем нашу скорость передвижения аж на 20% каждый раз, когда мы активируем взгляд теней. А что касается ветки совершенствования, то вместо метателя мы выбираем предвестник. И у нас здесь очень интересные свойства оно дает. Давайте посмотрим. Это быстрый шаг. Время восстановления умений с рывком нашего маятника смерти сокращено на 10%. Иллюзорный шаг дает нам беспрепятственно проходить сквозь противников. Очень актуально для Эребана, Портала ужасов, или фарма башен. Дикий порыв дает нам вероятность критического удара, повышает ее на 10% от скорости передвижения. А скорость передвижения мы, ребят, бустуем резвостью. После убийства монстра повышает вашу скорость передвижения на 3% на 5 секунд, вплоть до 15%. Еще бустанем это все смертоносным порывом и увеличим бонус к критическому удару дикого порыва с 10 до 20%. Таким образом, ребят, мы будем активировать взгляд теней, повышать нашу скорость передвижения на 20%, а также, убивая монстров, у нас скорость еще будет повышаться. И в пике она может находиться плюс 50% к обычной скорости передвижения. И давайте, ребят, это проверим. Сейчас у нас скорость передвижения 20%, я, видите, использую стойку скорости. Если мы активируем взгляд теней, то скорость передвижения у нас увеличится до 40%. Вот она. И с этим давайте быстренько пойдем проверим наш урон. Здесь мы будем стрелять только залпом, у нас не будет возмездия, но все остальные бонусы у нас работать будут. Опять я немножечко замешкался, но вы видите, что урон все равно очень хороший. Взгляд теней нам не дает никакого урона, поэтому
им особо пользоваться не надо, когда ты хочешь максимальный урон наносить. 27 секунд 104, 105, 29 секунд 30. Но вы видите, что у нас штраф к урону всего 10 миллионов. Это меньше 10%. И я здесь сделал общий урон 117 миллионов. Давайте его коротко разберем. У нас немножечко увеличился урон от основной атаки. От нашего залпа остался без изменений. Легендарные самоцветы чуть-чуть меньше дали почему-то. Ну и в разном тоже у нас 37,9%. Мы 44 миллиона нанесли. В общем, ребят, я считаю, что это очень классный билд, который легко модифицируется с максимального урона на максимальную скорость передвижения в зависимости от той активности в открытом мире, конечно, которую вы предпочитаете. Что вы думаете об этом билде и используете ли его на своем охотнике на демонов? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Будет интересно обсудить это. Ну а если вам понравился этот ролик, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться. А мы с вами увидимся в следующем видео.